Вообразите себе долину, в которой само естество времени оказалось буквально выжжено из мировой ткани. Это Иорданская долина, мистическое, почти гипнотическое место к северу от Мертвого моря, являющееся глубочайшей сухопутной впадиной нашей планеты, уходящей более чем на 400 метров ниже уровня Мирового океана. Здешний воздух, густой и тягучий, словно соленый сироп, перенасыщен испарениями брома и серы, а дневной зной над раскаленными песками порождает миражи, которые на протяжении тысяч лет сводили с ума караваны и целые армии. Столетиями местные бедуины и охваченные суеверием паломники старались обходить эти странные, неестественно округлые холмы стороной, передавая из уст в уста шепотом легенды о проклятой земле, где божественный гнев стер с лица земли города великих грешников, обратив некогда цветущий сад в безжизненную соляную пустыню — Содом и Гоморру, Адму и Сиваим. Мы, люди современной эпохи, привыкли воспринимать это как религиозное предание, как красивую и одновременно пугающую моральную притчу о возмездии за пороки и гордыню, зафиксированную в книге «Бытия» для устрашения верующих. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли». Это звучит как чистая фантастика или метафора абсолютного божественного правосудия, однако что если за каждым словом этого древнего, наводящего ужас описания стоит не мистика и не аллегория, а сухой документальный отчет выжившего очевидца о реальной физической и астрофизической катастрофе, произошедшей ровно 3700 лет назад? Что, если у гнева Божьего есть конкретная формула — скорость движения и температура плавления? Группа экспертов, объединившая археологов, геологов, геохимиков, медиков и астрофизиков под началом доктора Стивена Коллинза и доктора Филиппа Сильвии из Юго-Западного университета Троицы, решила испытать эту легенду на прочность. Они прибыли в Иорданию к холму Таль-эль-Хаммам, гигантскому молчаливому кургану, скрывающему руины древнего мегаполиса, спавшего под землей тысячи лет. Начав раскопки в надежде найти типичные для региона артефакты — глиняные черепки или остатки фундаментов, ученые на глубине 1,5 метров обнаружили нечто, заставившее их отложить археологические кисточки и вооружиться дозиметрами, магнитометрами и электронными микроскопами. Они нашли слой тотального разрушения, который не вписывался ни в одну известную науке картину древней войны, осады или обычного землетрясения. Это был пепел, но не мягкий серый налет от сгоревшего дерева, а твердый, спекшийся черный пласт, где камень превратился в текучее стекло, глина закипела и застыла пузырями, подобно вулканической лаве, а человеческие кости были не просто сломаны, а размолоты в минеральную пыль и разбросаны ударной волной такой чудовищной силы, которую мы привыкли видеть лишь на ядерных полигонах Невады или Семипалатинска. Результаты лабораторных анализов, опубликованные в престижном научном журнале Nature Scientific Reports, шокировали научное сообщество. Это не было землетрясение или обычный пожар, ведь огонь не способен плавить кварц, это был удар из космоса. Чтобы осознать истинный масштаб этой трагедии, нужно понять, что именно было потеряно, ведь Таль-эль-Хаммам не был захолустной деревней, а представлял собой настоящий Нью-Йорк бронзового века, гигантский город-государство, чья оборонительная система превосходила Иерихон и Иерусалим. Раскопки, длившиеся 15 лет, обнажили массивные стены толщиной в 4 метра и высотой до 15 метров, возведенные из миллионов сырцовых кирпичей и укрепленные бастионами. Внутри этих стен процветала элита.
богатые купцы, жрецы и воины. Город доминировал над всей южной частью Иорданской долины, контролируя ключевые торговые пути. И вдруг, около 1650 года до нашей эры, жизнь здесь оборвалась мгновенно, на самом пике могущества, что подтверждено радиоуглеродным анализом. Историки называют это разрывом цивилизации поздней бронзы. На протяжении 600 лет этот богатейший регион оставался полностью заброшенным. Ни одной живой души, ни одного нового костра. Люди, жившие в горах неподалеку, избегали этого места как проклятой земли, сохранив коллективную генетическую память об ужасе на 20 поколений вперед. Ответ скрывался в 1,5-метровом слое черного пепла, который даже спустя тысячелетия пахнет гарью и смертью. Первой пугающей находкой стала керамика. Десятки тысяч черепков были оплавлены с одной стороны, превратившись в зеленоватое гладкое стекло. Термический анализ показал, что для образования такого тринитита нужна температура не менее 1000 градусов. Более того, в образцах штукатурки нашли микроскопические кристаллы циркона, которые вскипели и превратились в баделеид, что требует температуры свыше 2000 градусов. Для сравнения, обычный пожар дает максимум 800 градусов. Такой жар на поверхности Земли возможен только в 2 случаях — при ядерном взрыве или падении крупного космического тела на гиперзвуковой скорости. Город был сожжен термическим импульсом плазмы. Солнце буквально спустилось на Землю. Археологи заметили и другую закономерность. Все разрушения имели четкий вектор. Стены были не просто разрушены, а сбриты и сдвинуты с юго-запада на северо-восток, что является хрестоматийной картиной направленного воздушного взрыва. Ударная волна пришла со стороны Мертвого моря, превратив 15-метровые кирпичные стены в красную пыль и размазав фундаменты цитадели по долине, словно масло по хлебу. Это напоминало Тунгусскую катастрофу 1908 года, но в гораздо большем масштабе и над густонаселенным районом. Компьютерное моделирование подтвердило, что ледяная глыба или астероид детонировали на высоте около 4 километров с мощностью 10, 15 мегатонн, что в 1000 раз сильнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Геологи представили и убийственный козырь — шоковый кварц, чья кристаллическая решетка была сломана давлением сотни тысяч атмосфер, что невозможно при обычных земных процессах. В слое пепла также обнаружили микросферы из иридия и платины, редких металлов, характерных для метеоритов, и наноалмазы, рожденные в момент мгновенного сжатия органической материи космическим молотом. Самой тяжелой частью работы стало изучение человеческих останков. Это были не целые скелеты, как в Помпеях, а раздробленные фрагменты, перемешанные с кирпичом и углем. Судебно-медицинский анализ выявил следы экстремальных травм и гиперэкстензии. Конечности людей были вывернуты в обратную сторону ударной волной, движущейся быстрее звука. Скоростной ветер, насыщенный раскаленным песком, действовал как гигантская пескоструйная машина, срывая плоть с костей еще до того, как человек успевал почувствовать боль. Лишь 2 выживших в теневой зоне за толстой стеной успели принять позу эмбриона, прежде чем их засыпало обломками. Они видели ослепляющую вспышку, последний свет в их жизни. Причина, по которой жизнь не возвращалась в долину 600 лет, крылась в химии. Взрыв над соленым озером поднял в воздух гигантский объем раскаленного рассола и серы, накрыв землю соляным цунами. Соленость почвы подскочила до токсичных 6-8%, что сделало сельское хозяйство невозможным и в точности совпало с описанием из Второзакония. Земля, сера, соль и пожарище, не засевается и не произвращает она. Потребовалось 6 веков, чтобы дожди вымыли эту соль из грунта.
Хронология того дня восстанавливается посекундно. Обычное жаркое утро 1650 года до нашей эры прерывается появлением объекта, летящего со скоростью 60-70 тысяч километров в час. В нулевую секунду происходит вспышка, и температура мгновенно подскакивает до 2000 градусов, испаряя воду и превращая керамику в стекло. На третьей секунде приходит ударная волна, сносящая стены и дефрагментирующая тела. На 10-й секунде зона разрежения заставляет здание взрываться изнутри. Через час на месте процветающего центра остается лишь дымящаяся, остекленевшая равнина. История о Содоме и Гоморе — это не выдумка фанатиков, а глубокая травматическая память поколений, видевших плазму и соляной столб, который на самом деле был мумифицированным в минеральной корке телом. Географическое описание в книге «Бытия» идеально совпадает с Таль-эль-Хаммамом, а вероятность случайного совпадения составляет менее 0,1%. Это редчайший случай, когда физика дает материальное обоснование чуду, называя гнев Божий кинетической энергией астероида. Это открытие пугает своей актуальностью. Челябинский метеорит и Тунгуска были лишь предупреждениями, а Содом стал кровавым уроком. Космические тела такого размера падают раз в несколько тысяч лет, и если подобный объект взорвется над современным мегаполисом сегодня, последствия будут идентичными. Испарившиеся небоскребы и миллионы жизней, превращенных в тени на асфальте. Мы ищем угрозы в вирусах и войнах, но археологи, сдувая пыль со стеклянных черепков, напоминают нам о хрупкости цивилизации перед лицом холодного космоса. Таль-эль-Хаммам — это памятник нашей уязвимости и доказательство того, что древние мифы являются зашифрованными протоколами реальных катастроф, которые могут повториться, если мы перестанем смотреть в небо. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.